Я работал в 21 стране по всему миру, с большими и маленькими компаниями. С компаниями, которые осуществляют, по сути, любой из существующих видов бизнеса, и я обнаружил ключевые фундаментальные качества, которые сделают успешным любого руководителя в любой компании. Меня зовут Линн Айронс, и я являюсь президентом компании Management Training International. И у меня более чем 40-летний опыт личного консалтинга бизнесменов по всему миру. В разных экономических условиях, разных состояниях и в разных ситуациях. Проблемы, которые испытывают предприниматели в США, абсолютно идентичны проблемам в Европе, Скандинавии, Южной Америке, Израиле, России и в целом во всем СНГ. Они очень-очень похожи. Вот что я сделал. Я взял весь свой опыт и создал программу непосредственно для вас, для руководителей. Well, hello everyone. Welcome to the webinar. Всем привет! Добро пожаловать на наш вебинар. I just returned from America. Я только что вернулся со Штатов. The first time in 1 year. Первый раз ехал за целый год. And I returned this morning. Я вернулся сегодня утром. From Dallas, Texas. Сегодня я вернулся из Далласа, из Техаса. And I just spent about 1 month there. И я там пробыл где-то месяц. And part of it was to prepare for my North African project. И часть моей поездки состояла в том, что я готовился к своему проекту работы в Северной Африке. And do some consulting with a client. И проводил некоторые консалтинги со своим клиентом. But I also met with some people that are work in the oil and gas industry internationally. Я также встречался со своими друзьями и с некоторыми представителями, кто работает в индустрии газа и нефти. And I was very interested in finding out from them what the future for energy looks like internationally. И мне было очень интересно узнать, каким образом для них видится будущее, как они его прогнозируют на международном уровне. And they had both worked earlier in Russia and Kazakhstan. Оба этих друга, они работали до этого в России и в Казахстане. And now they have major projects going in Australia. Сейчас у них самый главный проект работы в Австралии. Because as you know, the Russian economy, its foundation is based on energy. Потому что, как вы знаете, русская экономика, она основана на энергоресурсах. And this is the #1 industry supported by the Russian government. И это индустрия номер 1, которая поддерживается русским правительством. So I got some ideas. What is the economy in Russia going to look like the next 1, 2, 3 years, for example? И я узнавала о том, я исследовал то, каким образом будет выглядеть экономика в России на протяжении последующих 2-3 лет. Now, when we have our conference on the 11th, I'm going to go into this in more detail. И когда у нас будет конференция 11 мая здесь, в Москве, я более детально расскажу об этом. But based on the data that I got, I don't see some huge improvement in the Russian economy in the next few years. Но основываясь на тех данных, которые я собрал, я не увидел слишком большого, стремительного улучшения в ближайшее время в России. Mainly because of Trump's policies in America, which removed the regulations on developing oil, gas, and coal. В основном это связано с тем, что у Трампа своя политика об изменениях регулирования деятельности в отрасли энергоресурсов, в частности нефти, угля. And in addition to that, major discoveries of gas and oil in Israel. И также идет очень большие обсуждения в отношении газа и нефти в этой отрасли, также в Израиле. This is all going to continue to impact the Russian economy, the foundation of the economy. Вот все вот эти действия, все вот эти события вокруг, они будут продолжать влиять на экономику России. Okay, so for a real entrepreneur, that does not matter so much. Но для настоящего предпринимателя это значение особенного не имеет.
especially if you work in the area of consumer goods. Особенно если вы работаете в области потребительских товаров And B2B. и в области B2B. See, if you know how to market and to sell, then you can still develop your company no matter what the conditions in the economy. Если вы знаете, как продвигать, если вы знаете маркетинг, если вы знаете, как продавать, то для вас не важно, какая экономика в стране. But you have to know what you're doing. Вы можете делать это с любым товаром, но вам нужно точно знать, что вы делаете. When I was here in the early 90s, Когда я был здесь в начале 90-х годов, there were big improvements in the economy. Создавались очень большие улучшения в экономике. And see, when the economy is really good, taxi drivers become businessmen successfully. Когда экономика хорошо развивается, то даже таксист, он начинает тоже быть предпринимателем. Он легко может стать предпринимателем наравне со всеми. See, when there's lots of money, Когда кругом очень много денег, you can make mistakes and still make a lot of money. вы можете допускать ошибки в таких условиях и по-прежнему еще много зарабатывать. But when the economy is tight, Но когда экономика, она становится жесткой, and there's a lot of competition like now, и очень много конкурентов, таких как сейчас, you have to be good. вам нужно быть в этом очень преуспевающим, вам нужно быть очень хорошим. You really have to know what you're doing. Хорошим предпринимателем, знающим то, что вы делаете. And something you've got to be expert in is marketing. И что-то, что очень важно также знать, это то, что вы должны быть экспертом в маркетинге. Now, here's something to know about marketing. Нечто такое, что вам обязательно знать в отношении маркетинга. There is external marketing for new clients. Существует внешний рынок, внешний маркетинг для новых клиентов, за получение новых клиентов. And there's internal marketing to sell more to existing clients. И существует внутренний маркетинг, который направлен на продажу существующим клиентам, Now, те, которые уже есть. these are very distinctive areas of your company. Это очень отличающиеся области вашей компании, они отличаются друг от друга. And if you're smart, you'll have separate, completely separate and independent departments. И если вы достаточно умны, то вы тогда разделите эти две области. Because the department for new customers is always active. Every day they're looking and getting more new customers. Потому что работа с новыми клиентами – это очень активная работа. Они каждый день ищут новых клиентов. Они загребают и ищут, получают новых клиентов. Which is absolutely necessary for expansion. Что очень необходимо для расширения. But then there should be a sales department that concentrates on customer service and selling more to existing customers. Но далее вы должна быть также сконцентрирована та команда, которая работает с существующими клиентами, для того, чтобы делать и проводить с ними продажи и продолжать взаимодействовать и делать большие продажи. And you don't mix these activities. И вы эти две активности не перемешиваете, не соединяете. Because if you have a salesman that can either get new customers or sell more to existing customers, then that can influence the expansion and stability of your company. Потому что если у вас есть продавец, который нашел нового клиента и потом начинает его вести дальше, перепродавать, с ним вести дальше работу, то это может нарушить работу компании. Такая деятельность мешать расширяться компании. Now let's take a look at internal marketing. Давайте немного еще больше посмотрим на внутренний маркетинг. Now, internal marketing is much more than just selling. Внутренний маркетинг – это гораздо больше, чем просто продажи. Of course, you've heard of customer relations. Конечно, вы слышали в отношении с клиентами, customer service. Развитие отношений с клиентами, услуга клиентов. See, this isn't just a good idea or a slogan. Это не является всего лишь какой-то хорошей идеей или слоганом общепринятым. And with my visit recently in America, I can tell you this for absolutely sure.
И из моего даже недавней поездки в Штаты я могу сказать наверняка, что это очень хорошо работает, это точно работает. When you're in a very competitive industry, you have lots of competition. Когда вы очень в конкурентной индустрии, и у вас очень много конкурентов, and the prices, there's not a huge difference in the prices between you and your competition. И цены, они имеют очень большую разницу между вашими конкурентами и вами. Цены не сильно отличаются или не отличаются вообще. See, this is a characteristic of a mature industry or even a mature economy. Смотрите, это есть некоторая характеристика, свойственно это для уже зрелой экономики. So if your prices are in the same level of your competition, why should your customers continue to buy from you? Смотрите, если ваши цены на одинаковом уровне с вашими конкурентами, тогда скажите, ответьте на вопрос, почему ваши клиенты должны покупать именно у вас, а не у ваших конкурентов. There's only one reason. На то есть всего лишь одна причина. Is they like you. Причина в том, что вы им нравитесь. They know that you care about them and want them to be successful. Причина в том, что они хотят, чтобы вы были успешны, и они знают, что вы о них заботитесь и хотите, чтобы они были успешными, чтобы у них было хорошо. And how do they know that? И как они могут это узнать? Because you show it, you demonstrate it. Конечно, они могут это узнать только если вы это продемонстрируете, это проявите, покажете. You survey them to find out if they're satisfied with your service. Вы их опрашиваете и узнаете, довольны ли они вашей услугой. Is there anything you can improve about your service? Есть ли что-либо такое, что вы можете улучшить через свой сервис? So you need to be in communication with them. То есть вам необходимо оставаться в общении с ними. Now, if you do that, you'll also find out about your competition. И если вы это будете делать, вы также будете знать о ваших конкурентах. Because your competition will be contacting your customers. Потому что ваши конкуренты, они будут в любом случае выходить на контакт с вашими клиентами. They'll be telling them things and promising them things and maybe introducing new products or new services. Они будут выходить к ним на контакт, они будут какие-то вещи им предлагать, что-то новое показывать, какие-то цены им озвучивать. So this is one of your best ways of having market research. Это один из самых лучших способов это узнать, это провести маркетинговое исследование. You've got to be in good communication with your customers. Вам следует быть в очень хорошем общении с вашими клиентами. Because things will change with them. Потому что вообще вещи, все меняется. There'll be new products and services. На рынке будут новые продукты, новые услуги. There'll be new competitors. Будут новые конкуренты. So you really have to know all about what's happening with your customers. И вам по-настоящему важно знать, что происходит с вашими клиентами, что у них такое. And you have to change as things change in the economy and things change in the industry. Then you have to change so you can continue to give really good service. И вы должны, соответственно, тоже меняться. Вы меняетесь по мере того, как меняются вообще события и как меняются обстоятельства в этой жизни. Вы тоже меняетесь. And I can tell you this, I saw it so plainly in the United States when I was there for this last month. И за последний месяц в Штатах это очень хорошо, я просмотрела, еще раз подтверждение это увидела, продемонстрировано там очень это ясно. And I can tell you that is the future of this developing economy in Russia. И я вам сразу скажу, что это будущее, это то будущее, которое сейчас наступает по мере развития экономики в России. See, the economy in Russia and what your customers expect has developed very quickly. То, что ваши клиенты ожидают, и то, что происходит в экономике, это все развивается очень быстро и меняется очень быстро. So your customers can be very demanding. They expect a lot. И ваши клиенты, ваши покупатели, они могут очень много от вас ожидать, они могут требовать, запрашивать очень много. There's so much travel abroad to America and Europe. Столько много путешествий происходит за рубеж, люди выезжают за рубеж. And the internet has opened everyone to the world. И интернет, он открывает мир везде.
So your customers have developed very, they have very high demands of you. И ваши покупатели, они развиваются очень быстро, и у них возникают достаточно высокие запросы к вам. Now, when there's a lot of competition, Когда очень много конкуренции, it's very important that you do not lose customers. очень важно, чтобы вы не теряли своих клиентов. You need to keep them. Вам необходимо их оберегать, сохранять. Because it's very expensive to get new customers. Хранить их, потому что это очень дорого заполучать новых клиентов. Advertising, if you have noticed, is very expensive. Как вы обратили внимание, уже реклама, она очень дорогая. You know, even very, very good social media, internet advertising, promotion is expensive. Даже продвижение в социальных сетях, продвижение в медиа и так далее, это все стоит денег, это все дорого. Especially because the experts who really know how to do it, they can charge a lot of money. Особенно если вы обращаетесь к экспертам, которые по-настоящему знают, как правильно и профессионально это сделать, это тоже стоит денег. So it's expensive to get a new customer. То есть это очень дорого заполучать новых клиентов. That's why you need to keep the ones that you have. Именно поэтому вам необходимо беречь и оберегать тех, кто у вас уже есть. And you do it through good customer relations. И вы это делаете и осуществляете через очень хорошие отношения с клиентами. And you can keep customers even if your prices are a little higher. И вы можете беречь и оберегать их, и вы сохраните их, если у вас даже будут более высокие цены, чем у других. Why? Почему? Because the customer knows you, Потому что эти покупатели, они вас уже знают, they trust you, они вам доверяют, and they know you're reliable. и также они знают, что вы надежны. And this is more important to them than trying out a new supplier just for a little cheaper price. И это гораздо важнее, чем просто поставщик с более дешевой ценой. Now, what I just told you can make the difference in your company surviving and not surviving. И то, что я только что вам сказал, вот эти вещи могут сделать вашу компанию либо выживающей, либо не выживающей. So it's not a small thing. Это не маленькая вещь, которую я только что вам сказал. And I can tell you that the attitude necessary of you and your staff. И также я могу вам подчеркнуть отношения, которые необходимо иметь вам и вашим сотрудникам. You should treat your customers as someone that you really like and want to be successful. Вы должны обращаться к ним так, как некто к такому человеку, который вы желаете, чтобы он был успешный, и Treat them like you would a family member. вы обращаетесь к ним как к членам семьи. Now, this is not normal in some normal business relations. It's not usual to do that. Это необычно. Это очень необычно, конечно, делать, непривычно. But it is the successful way to keep your customers. Это потому что это очень необходимо для сохранения своих существующих клиентов. Именно таким подходом вы это делаете, оберегаете их. Now, you'll still lose some customers. Вы по-прежнему можете терять некоторых клиентов. People are people. Люди есть люди. And some people, even if you do everything for them, they have no loyalty. И даже есть люди, даже если вы все для них делаете, у них преданности никакой нет. So don't be too disappointed if you lose some customers. Особенно не разочаровывайтесь, если вы потеряли некоторых клиентов. Because sometimes you never find the real reason. Потому что иногда вы даже не можете объяснить настоящие причины, почему они ушли. Sometimes you can have one of your staff members give them very bad service or be rude to them, and you never find out. You just know you lose the customer.
Иногда бывает так, случается, что кто-то из членов вашей команды, из ваших сотрудников был с ним груб, был с ним невежлив, и этот человек просто ушел, покинул вашу компанию, и вы, по сути, даже это не совсем отметили. Вы просто знаете, что он ушел, а настоящей причине никогда и не узнаете. And that's why I recommend you, the owner or general director, actually do surveys of your customers. Именно поэтому я всегда рекомендую, чтобы вы, как владелец бизнеса, делали по-настоящему сами вот такой опрос, такое исследование. Because if you're not talking to a lot of your customers on a weekly basis, Потому что если вы не разговариваете с большим количеством клиентов на еженедельной основе, you're creating a very dangerous situation. То вы создаете очень опасную ситуацию. Because you don't know how your staff are actually treating your customers. Потому что вы на самом-то деле не знаете, как ваши сотрудники обращаются с вашими клиентами. So sometimes when I'm consulting, I tell a business owner to do this. Иногда, когда я провожу консалтинг, я рассказываю и говорю, чтобы владелец это делал. And they always resist. И они всегда отказываются. Oh, I'm too busy. Я слишком занят, мне некогда. You're too busy to talk to your customer, the people who give you the money. Ты слишком занят, чтобы поговорить со своими клиентами, людям, которые тебе платят. This doesn't make any sense. Это вообще как бы становится неясным и непонятным. But the real reason Но настоящая причина, is that owners and general managers are afraid to talk to the customers. настоящая причина заключается в том, что владелец или руководитель, он просто по сути своей боится разговаривать с клиентами. Because they're afraid of what the customer might say. Потому что они боятся услышать то, что их клиенты могут им сказать. And they don't want to hear the criticism. И они никак не хотят услышать никакую критику. They don't want to hear some of the horrible things that their staff members have said to the customer. Они не хотят услышать каких-то обыкновенных, нормальных вещей, в гневе, да, которые обычно говорят люди, если вдруг им позвонит владелец. They don't want to hear the terrible mistakes that their staff members have made. Они не хотят услышать каких-то ругательств, которые могут произнести сами клиенты. They're unwilling to face this. Они просто не хотят это видеть, не хотят с этим сталкиваться. Well, you need to do it, let me tell you. Давайте я вам так скажу, вам просто нужно это сделать. Because this is the real quality control. Потому что это есть настоящий контроль качества. The best quality control is the owner talking to the customer. Самый лучший, который можно себе представить, это владелец, говорящий напрямую с клиентом. Because how can you improve or correct your company if you don't know what's happening? Как вы, кстати, улучшите сервис или компанию свою, если вы даже не имеете общения со своим клиентом, прямого общения? And when I've convinced owners and general managers to do this, когда я убеждаю владельца или руководителя это сделать, it created a huge difference. Это позволяет создать совершенно огромную разницу между тем, что было и что можно сделать. A big change in the mentality of the owner or the manager. Большие перемены возникают в ментальности, в мышлении владельца или руководителя, когда он напрямую говорит с клиентом. And big changes in the company. Большие перемены в компании начинаются. So this is a very strong recommendation. Поэтому это очень сильная рекомендация. Because you cannot afford to lose customers in the type of economy that exists now. Потому что вы не имеете возможности. You can't afford to lose customers in this economy. Вы не имеете права и не можете себе позволить терять клиентов в этой экономике. But when you talk to customers, но когда вы говорите с клиентом, you can really learn things. С потребителем вы очень много чему можете научиться. You can discover more products that
they need that you could sell them. Много можете узнать. Вы можете узнать, какой новый товар им нужно, в чем они нуждаются, какая у них потребность. You can discover additional services that they need that you didn't know about. Вы можете обнаружить какие-то дополнительные сервисы, о которых вы еще не знали. You can discover the difficulties they're having with their own business. Вы можете даже обнаружить, с какими проблемами и трудностями они сталкиваются в их собственном бизнесе. I have a VIP client in the Ukraine who discovered problems their customers had, so they started putting on seminars to train their customers on how to improve their business. У меня есть клиент на VIP-консалтинге, который находится в Украине, и то, что они обнаружили, то, что у владельцев и у компаний есть проблемы определенные, и они стали организовывать семинары и материалы давать о том, как улучшить их клиентов бизнес. And the testimonials from the customers were incredibly positive. И отзывы от их клиентов, они очень были позитивными. And I had a client in Dagestan, in Makhachkala. У меня есть один клиент в Дагестане, в Махачкале. And he was in the construction business. Он был в бизнесе по строительству, строительная отрасль. Supplying equipment. Поставлял туда оборудование. And business was slow. His customers were not doing a lot of construction. Бизнес очень медленно продвигался, и не так много людей стали строить, и стало очень так вяло. So he created some free seminars for them. И он создал для них бесплатный семинар. On how to market. Как продвигать. How to get new customers. Как заполучать новых клиентов. And this was very successful. И это было для них очень успешно. So I'm really making a strong point on this. Я на самом деле хочу отметить это как сильный момент. Because most business owners, when they think of increasing sales, they only think of new customers. Потому что очень многие владельцы и руководители, когда они думают об том, что необходимо увеличить продажи, единственное, что приходит им на ум, то, чтобы заполучать новых клиентов. But of course you need new customers. Конечно, вам нужны новые клиенты. But do you know what will happen if you have very, very good customer service? Вы знаете, что будет происходить, если вы настроите очень-очень хорошую работу с клиентом, существующим клиентом? Your customers will be very impressed. Ваши покупатели будут впечатлены. And they will recommend your company to other people. И они начнут рекомендовать вашу компанию другим людям. Why? Почему? Because they were shocked at how good your service was. Потому что они просто были и будут шокированы о том, насколько хорош ваш сервис. See, your customer service must be so good it surprises them. То есть именно настолько хорошо должно быть настроено, если настроено ваше сервисное обслуживание клиента. Это обслуживание, такой уровень обслуживания клиентов, он просто их очень сильно удивит. Why? Почему? Because if you shock them, they will tell other people how good your service is. Почему они скажут другим людям? Потому что если вы их шокируете, тогда они скажут. See, if your service is just good or okay, если ваше сервисное обслуживание просто хорошо, все окей, they won't mention it. Они ничего такого не упомянут. It's normal. Это норма. But if it's extraordinary, above normal, но если это экстраординарный подход или же выше, чем норма, нечто особенное, and it's so good it surprises them, и это настолько хорошо, что удивило даже клиента, they must tell other people about it. Они просто обязаны рассказать об этом другим людям, они начнут это говорить. This is called word of mouth advertising. Это называется реклама из уст в уста. It's the most valuable. Она самая ценная. You can't buy it. Ты ее не можешь купить. You have to earn it through delivering excellent service. Вы должны ее заработать. Вы ее зарабатываете через обслуживание своих клиентов, через работу со своим клиентом. And companies that do this really well, they get so many new customers in this way. They don't even have to advertise.
И те компании, которые делают это очень хорошо, они могут на этом очень сильно развиваться и привлекать клиентов. Им, может быть, даже и нет необходимости в некоторых случаях делать другое продвижение. And you may have noticed there's some restaurants that have this reputation. И, скорее всего, вы уже отметили даже некоторые рестораны, у которых будет такая репутация. The word of mouth advertising is so strong. Из уст в уста реклама, их она настолько сильная. They don't even buy advertising. Они даже рекламу свою не приобретают. And sometimes it's 2 months before you can get a reservation to get in. И иногда бывает даже приходится держать 2 месяца очереди, пока вы сможете зарезервировать там свои места. This is how powerful customer service can be. Это именно то, насколько сильным может быть сервисное обслуживание, насколько обслуживание клиентов, уровень обслуживания клиентов может быть. And why am I telling you about it in this webinar? Почему я вам говорю об этом на этом вебинаре? Because almost every company that I've consulted in Russia is weak in this area. Потому что практически каждый клиент, которого я беру в работу здесь, имеет вот такое слабое место, вот такую слабую область в своей компании. And if you're not getting a lot of new customers being referred by your existing customers, then you need to improve your customer service. Если вы не заполучаете рекомендованных клиентов, которые рекомендовали ваши клиенты, которые уже с вами работали, получили какую-то услугу, значит, тогда вы должны улучшать свой сервис. Now, what I'm talking about now, то, о чем я сейчас говорю, this activity is very much a reflection of your personality. Вот такая активность, которую вы проявляете в своих действиях, подобных в компании, это в большей степени отражает вашу внутреннюю личность. And I say this because of my 45 years experience consulting all over the world. Я вам даже скажу это на основании своих 40 лет работы как консультантов в области консалтинга. And here's what I've discovered. Вот чего я обнаружил. Your company is a mirror image of your personality. Ваша компания является зеркальным отражением вашей личности. So what kind of a personality am I describing when I describe what very successful customer service is like? Какой тип личности требуется владельцу бизнеса, чтобы работать именно по тому принципу, который я вам только что рассказывал, о развитии в клиентах и в потребителях, вот этой преданности и оставаться с вами, чтобы они захотели это сделать. Какой требуется личности быть? See, if this is a reflection of the owner, если же это является отражением самого владельца, then the owner would have the following characteristics. то я вам скажу, что у владельца будет следующая характеристика. The owner is very aggressive. Если он этого не... владелец очень агрессивен. Now, when I say aggressive, I don't mean antagonistic. Но когда я говорю агрессивный, это не говорю я, значит, что они такой, как бы негативно агрессивный. What I mean by aggressive is the owner is not afraid of people. Когда я говорю, что владелец должен быть агрессивным, это значит, что владелец не должен бояться людей. He's not afraid to call a customer and find out if the customer is pleased with the company. Он не боится позвонить клиенту и спросить, доволен ли клиент компанией. He's not afraid if the customer is critical of the company. Он не боится и не побоится, если вдруг покупатель будет критичен в отношении компании. He actually wants to know. Он, по сути, хочет знать. And this personality also cares about the results that the company is producing with the customer. Но также эта личность, она будет интерес проявлять к тому, доволен ли клиент тем, как отработает компания. He doesn't just care only about the profit of the company. Он не будет заботиться только о прибыли компании. He cares about the success of his customer. Он будет заботиться об успехе компании. See, these are all personality characteristics. И вот это все есть личностные характеристики.
Now, if an owner is not aggressive, Если сам владелец, он не агрессивен, не настойчив, doesn't like a lot of interaction with other people, он не очень любит и отстраняется от взаимодействия с другими людьми вот на такие темы, doesn't like to face difficult situations with his executives or customers, ему трудно сталкиваться лицом к лицу с трудными клиентами или с трудными ситуациями в бизнесе, then he is not going to create the kind of customer service that I just described. он не чувствует при себе в этом, не чувствует себя комфортно, делая это, тогда ему будет очень трудно знать, что происходит с его существующим покупателем. And this is one of the reasons more than 40 years ago I developed a personal development program for owners and general managers. Это, наверное, была одна из причин, почему 40 лет назад я разработал специальную программу личностного развития для владельцев и для руководителей. Because an owner or managing director that is not aggressive and that doesn't have these positive characteristics will never create that condition in his own company. Потому что если у владельца он не обладает такой способностью быть агрессивным, настойчивым и успешно взаимодействовать таким образом на рынке и проявлять себя именно на рынке с клиентами, то тогда он не может стать успешным. Okay, so that's internal marketing. Так, это у нас был внутренний маркетинг. Now, I hope that's been of some use for you. Так, я надеюсь, что это было для вас определенной пользой. Because it's one of the most important things to understand. Так как это одна из самых важных вещей, которые необходимо понимать. Especially when the economy is stagnant, it's not expanding. Особенно если экономика, она начинает, она в застое находится, и она не расширяется. If the economy is booming and expanding, если вдруг экономика, она идет очень на большое развитие, если она идет на подъем, there's so many customers. Там столько клиентов на этом подъеме. Some customers are unhappy. Пока-пока. Да, там не понравился один клиент, до свидания, пошел следующий. There's so many. Очень много их. But in an economy that's very tight, но в экономике, когда очень такая, сложная ситуация, it's very important to take care of your customers. Это очень важно заботиться о ваших клиентах. Okay, that's internal marketing. Итак, это был внутренний маркетинг. Internal sales. Это были внутренние продажи. And then there's external. А теперь возьмем и посмотрим на внешний. And this is your reaching out to get new customers, new ones. И это ваш исходящие действия в сторону того, чтобы достать новых клиентов. Now, one of the most important elements to not waste your advertising money. И одна из очень важных вещей, чтобы вы не растратили и не потратили зря свои деньги на рекламу и продвижение. You need to do surveys. Вам необходимо делать опросы. You need to know what these possible new customers, what they're looking for, what they need and want. Вам необходимо проводить маркетинговое исследование, чтобы узнать, что именно ищут ваши новые клиенты, что они хотят, зачем, что их интересует. If you know what they need and want, then you can offer it to them. Если вы знаете, что им необходимо, чего они хотят, тогда вы это можете им предложить. Now, this is a very simple idea. Это очень простая идея. And many executives make the following mistake. И очень многие руководители, они допускают следующую ошибку. Oh, I know what my new customers want. А я знаю, что моим новым клиентам надо. I don't need to survey them. Мне их опрашивать не надо. And they waste their money. И они при этом тогда будут тратить свои деньги. Now, I can tell you in Moscow, there's tremendous competition. Я вам так скажу, в Москве огромная конкуренция. Man, it's unbelievably developed. Невероятно развитая территория. And you have to be very, very good at your marketing for new customers. И здесь, в Москве, вам необходимо быть очень умны.
Вы должны быть очень умны со своим маркетингом. Otherwise, you can waste so much money. Иначе вы растратите огромное количество денег. So surveys are very, very important. И поэтому опрос – это очень-очень важный момент. Now, this is such a simple and basic thing. Это очень простая и это фундаментальная вещь. So you have two men going fishing in one lake. Допустим, у вас два человека, два рыбака, которые идут рыбачить на одно озеро. Very close to each other. Они очень близки друг к другу. And one man is just catching one fish right after the other. И один рыбак, он просто вытаскивает одну за другой рыбку. And the other guy isn't catching any fish. А второй рядом стоит, и он никакую рыбку не вытаскивает. They're fishing in the same water. А они же рыбачат в одной A few воде. meters Они просто пару difference. метров друг от What's друга. happening? Что произошло? Well, the guy catching the fish knows what he's doing. Потому что тот парень, который достает рыбу, он знает, что он делает. He understands the fish. Он понимает рыбу. He knows what the fish like to eat. Он знает, что рыба любит кушать. And he knows what to offer the fish. И он знает, что рыбке предложить. And he's successful at catching the fish. И он очень успешен в том, чтобы поймать рыбку. Now, this is a very crude example, Это, конечно, очень такой грубый пример. but I think you understand the principle. Но я думаю, что вы понимаете принцип. So if you're going fishing, Итак, если вы собираетесь рыбачить, don't you think it's important to know what the fish want? что вы думаете, это не важно, чтобы знать, что эта рыба хочет? Not what you think they want. Нет, это не только то, что вы думаете, что она хочет. A smart fisherman will test different kinds of bait to see what the fish actually want to eat. Умный рыбак, он проверит несколько типов наживки, чтобы понять, на что больше она реагирует. See, this is a professional fisherman. Вот это профессионал, это рыбак-профессионал. And compared to the amateur, the man who's not catching any fish, И если сравнить это с любителем, который не знает, что любит рыбка, и который не может поймать никакую рыбку, he's using some kind of bait. он использует определенного рода наживку. Somebody recommended it. Кто-то, может быть, порекомендовал. He thought it was a good idea. Он подумал, что это была хорошая очень идея. So he bought the bait. И он купил эту наживку. See, the bait caught the fisherman, Смотрите, и наживка поймала рыбака. but the fisherman didn't catch any fish. Но рыбак-то никакой рыбы не поймал. You gotta ask the fish what they want to eat. Вам надо спросить у рыбы, чего она хочет есть. Not the fisherman. Не спрашивайте рыбака. This is a very simple example Это очень простой пример. of why you need to survey. Почему вам требуется проводить маркетинговые исследования? See, if you do proper surveys, Если вы будете проводить правильное обследование, and on May 11th, I'm going to give you some simple surveys to use, and I'll teach you how to survey properly. и 11 мая я вам дам примеры проведения опросов для своих клиентов, которые вы можете, чтобы вы могли использовать правильно этот подход. Because you need to do this correctly. Потому как вам необходимо проводить опросы правильно, корректно. So that's the main thing I want to tell you about getting new customers. Это основная вещь, которую я собираюсь вам рассказать о том, как необходимо заполучать новых клиентов. You need to survey until you know absolutely for sure what they want and need. Вам необходимо проводить опрос, чтобы наверняка знать, что они хотят и что им надо. And you also need to find out where do they get their information. А также вам необходимо узнать, а где они добывают информацию, откуда они черпают информацию. Because you may know what the fish want to eat, but you need to find out what water the fish is in. Вам нужно узнать не просто, что любит кушать рыбка, но вам также нужно понимать, в какой воде она сидит. How do they get valuable information? Как заполучить такую ценную информацию? Is it in Aeroflot magazines? А где они получают важную для себя информацию? Это может быть в журналах каких-то авиакомпаний, журналов. Is it television? Это может быть на телевидении. Is it other magazines? Это могут быть какие-то другие журналы. Is it radio? Это может быть радио.
Is it internet? Это может быть интернет. Specifically, where on the internet? А если интернет, то конкретно где в интернете? Is it Google or Yandex? Is that how Google, they find Яндекс. new products? Яндекс — это то, как они находят новый продукт. You have to know where to go fishing. Вы должны знать, куда идти рыбачить. Again, this is survey Опять же, technology. это технология по опросу. So this is something you need to know, Итак, это то, что вам необходимо знать. or you need to know a very professional person that does internet marketing. Вам необходимо... You need a real professional of internet marketing, social media marketing. И вам нужен настоящий, очень профессиональный специалист интернет-продвижения и маркетинга. And this is the future. Это есть будущее. The future is actually already here. Ну, по сути говоря, будущее уже пришло, наступило оно. 5 years ago in the United States, 5 лет назад в Соединенных Штатах 70% of the purchases made by a consumer, say it again. 70% of the purchases made by people who buy things in the United States, 70% того, что приобреталось в Соединенных Штатах, they researched on the internet first. в первую очередь люди проводили исследования в интернете по стоимости. 70%. 70% товаров, которые приобретались в интернете в Соединенных Штатах. And I'm sure in Russia and major cities, it's getting close to that percentage. И я уверен, что в Соединенных Штатах это не только сейчас в Соединенных Штатах такой процент, это также такой процент где-то ближе и в России. So when you're driving down the street and you see billboards and shops and signs, если же вы, допустим, видите какие-то билборды, если вы какие-то объявления, надписи видите, that's not the market. это не есть рынок. The real market is on the internet. Настоящий рынок сейчас в интернете. And that's why you need really professional internet marketing. Именно поэтому вам необходим очень настоящий профессионал и эксперт в области продвижения в интернете. For example, in the United States, в Соединенных Штатах it's been 15 years before there was a big shopping mall built. Say it again. It's 15 years before a big shopping mall has been built. They're not building them anymore. For 15 years, they don't build them. Okay. На протяжении 15 лет уже большие моллы в Штатах не выстраиваются. They don't build them anymore. Их просто больше не строят. Because the real market is on the internet. Потому что настоящий рынок сейчас в интернете. And if that is not happening now in Russia, it soon will be. Если это не происходит сейчас в России, то это будет происходить. See, it's like I'm visiting you from the future. Это как будто я вас посетил из будущего. Я пришел к вам из будущего. Because I'm reporting on a more developed economy. Потому что я вам сейчас даю отчет о том развитии, которое было, о хорошо развитой экономике. So the things I'm telling you are actually what's going to be happening here in the future. И те вещи, которые я сейчас вам говорю, это то, что по-настоящему произойдет в ближайшем будущем. Without expert internet social media marketing, без эксперта-маркетолога, социального продвижения в сетях и так далее. Your company is not going to be successful. Ваша компания не будет успешной. So you need to find an expert. Вам необходимо находить экспертов. And I can tell you, there are not a lot. И я вам могу так сказать, их не так много. I've worked with 5 different companies that said they were expert internet marketers. Я работал с 5 разными компаниями, которые говорили о том, что они эксперты в продвижении. None were expert. Но ни один из них не был. They're learning. Они учатся. And they're practicing. И они практикуются. So you need to do your own surveys to find good professional internet marketers. Вам необходимо проводить свое собственное исследование и изучение
прежде чем вы найдете хорошего эксперта в области интернет-продвижения. Ask your colleagues. Спросите своих коллег. Do you have an expert internet marketer? У вас есть эксперт в области продвижения в интернете. Are you happy? Are they getting results? Вы довольны, вы получаете свой результат. So collect some names. Собирайте некоторые имена, Interview them. опрашивайте их. Ask them what kind of results you can expect from their work. Спросите, какой тип результата вы хотели бы получить от их работы. They should be able to give you some estimates. Какие-то отзывы вы сможете получить и будете знать то, что сделали эти люди до этого. And ask them how many new leads can their marketing give you. И также спрашивайте, какое количество новых заявок, лидов эти люди могут вам предоставить. How many new people can they make call your company? Смотрите, вы можете ли сделать таким образом, можете ли вы найти такого человека, который будет создавать вашу компанию? That's what marketing does. It makes people knock on your door. Это то, чем занимается маркетинг. Он занимается тем, что находит таких людей, которые стучат в вашу дверь. That's the result of marketing. Это результат маркетинга. Marketing doesn't actually sell your product or service. Маркетинг, он не продает ваш продукт или услугу. Marketing makes people interested enough to contact you with questions about your product or service. Маркетинг делает так, чтобы ваши потенциальные клиенты постучались в дверь, позвонили вам и заинтересовались, и спросили об этом продукте. And that's where the salesman takes over. И это тот момент, где перехватывают продавцы. Somebody calls. Кто-то позвонил. Oh, I saw your advertising on the internet. Я видел вашу рекламу в интернете. I have some questions. У меня есть некоторые вопросы. Perfect. Отлично. Marketing did its job. Значит, маркетинг выполнил свою задачу. One moment, let you talk to someone who can answer your questions. Один момент, позвольте, я передам вам вы будете общаться с тем, кто может ответить на ваши вопросы. And they give the call to the salesman. И он передает звонок продавцу. And if the salesman is trained, если продавец обучен, he'll be able to not only answer the question, but make a sale. То он сможет не только ответить на вопросы, он также может провести продажи. So I want to talk about salesmen. Я хочу теперь поговорить о продажах. I've trained salesmen all over the world in different cultures. Я обучал и тренировал продавцов по всему миру в разных абсолютно странах. So I want to describe to you the type of person that makes a good salesman. Я вам объясню тип человека, который по-настоящему может делать продажи. Now the very good ones are very unique. They're not normal people. Вообще очень хорошие продавцы, они необычные, они совсем необычные люди. Now the really good ones I want to describe. Они уникальные, и именно самых лучших я собираюсь вам сейчас описать. They are aggressive. Они настойчивы, агрессивны. They like to talk to people. Им нравится разговаривать с людьми. They're not afraid of people. Они не боятся людей. They're not afraid to persuade people to make a purchase. Они не боятся убедить человека купить что-то. See, this is very important. They're not afraid to control and persuade the customer to buy. Это очень хороший момент, запомните. Они не боятся контролировать и убеждать в покупке. The person the salesman who says, well, I explained everything to them, and they didn't want to buy. А человек, который вам говорит, да, я ему все объяснил, а покупатель не захотел покупать. That's not a salesman. Тогда это не продавец. A salesman persuades. Продавец, он убеждает. And there's some personalities that don't want to influence other people. Но есть такие личности, которые не хотят влиять на других людей. They're embarrassed. Они смущаются. They're shy. Они стесняются. They don't think they have the right to persuade or influence another person. Они считают, что они не имеют права убеждать другого человека. They have the idea the customer should just be given the information, and then the customer decides on their own. Они считают, что продавец просто дает информацию, а сам уже покупатель потом принимает решение сам по себе.
These are not salesmen. Это не продавцы. They're presenters. Они презентаторы. Oh, let me tell you about this. Давайте я вам сейчас про это Oh, расскажу. this is a very good cup. Да, это очень хорошая кружечка. It keeps the coffee warm. Она сохраняет тепло. It's a very pleasing color. Приятные цвета. The handle is very comfortable. Да, их очень легко держать в руке. And we have it in different colors. И еще плюс там цвета ненавязчивые. What do you think? Что вы думаете? Would you like some? Вы хотите? Хотите? This is a presenter. Вот это есть презентатор. This isn't a salesman. Это не продавец. A salesman is a presenter. А продавец, он презентует. But they also can persuade. Но он также может убедить. So you need the personality type that is willing to persuade. И вам нужен такой тип личности, который желает убедить. So when you're interviewing for new salesmen, и когда вы проводите интервью и опрашиваете нового продавца, in addition to the blah blah blah, прежде чем нанять его на работу, в дополнение ко всем бла-бла-бла, when you're interviewing, you should do this. Когда вы его опрашиваете, вы также даете следующее задание. Here. Вот. Sell me this pen. Продай мне эту ручку. Now. Давай, сейчас. And give them the pen. И дай ему ручку. And see what they do. И посмотри, понаблюдай, что он будет делать. Are they aggressive? Является ли он настойчивым? Do they start communicating? Проявляет настойчивость, начинает ли он об этом общаться, Don't говорить judge что-то? them on how smooth and clever they are. Не судите о том, насколько гладко и умно это у него получается. But judge them on, are they trying? Но судите о том, насколько пытается ли он это сделать. Or do they do this? Или же он делает так. They're shocked. Он шокирован. Well, I wasn't prepared for this. Я не был готов к этому. Well, okay. Хорошо? Ну ладно. Okay, this is a nice pen. Окей, это такая ручка That's красивенькая. Значит, достаточно. They failed that test. Все, он просто этот тест не прошел. Here's the next question. Следующий вопрос. You say to them, Вы говорите им так. persuade me to give you my wallet. Вы дальше ему говорите, убедите меня, чтобы я вам отдал свой кошелек. Start. Начали. And see what they do. И понаблюдайте, что он будет делать. See if they're embarrassed. Посмотрите, смущается ли он. See if they're shy. Посмотрите, стесняется ли он. Or see if they really become aggressive and try to persuade you. И посмотрите, на самом деле он пытается настойчиво выполнить это задание. See, this quality, Вот эти качества, being willing to sell and take money and persuade, иметь желание продать и получить оплату, получить деньги, это есть качества необходимые. is the most important personality characteristic for a salesman. Это одна из самых очень важных характеристик для продавца. And these two questions, these two exercises are a pretty good way to find out very quickly. И вот эти два вопроса, они вам позволят узнать, человек проявит себя вот в этих вещах очень быстро. Now, of course, the salesman needs to be smooth and well trained and have good manners. И, конечно же, сам продавец, он должен очень гладко все делать, он должен очень хорошо это делать и умно, чтобы у него легко получалось это делать. Его нужно обучать на это. But they must have the intention. Но при всем при этом у них должно быть также еще само и желание, намерение. To take the money. Намерение получать оплату. One of the best salesmen I ever had. Один из самых лучших продавцов, который был у меня. He loved to take the money. Он просто любил брать и заполучать деньги. It was a game with him. Для него это была как игра. He was like a chess master. Он как мастер шахмат. And I remember when he would close a deal, Я даже помню, когда он закрывал сделку, he would walk into my office. он заходил в мой офис. I could always tell when he made some money. Я всегда мог определить, когда он заработал деньги. Because I could hear him walking down the hallway. Потому что я мог слышать, как он идет по коридору. Whistling. Свистит.
That was a happy sound for me. Это для него, это для меня был как танец, как песня счастья. It was the same as cha-ching. Это то же самое, как чичинь. He would knock on my door. Он стучался в мою дверь. I would say, come in. Я говорил, заходи. And he would say, I have something for you. Он говорит, у меня кое-что для тебя есть. He would walk over, put the check on my desk. Он заходил, ложил чек на мой стол. Very casual. Очень обычно. Very relaxed. Очень расслабленно. And say, see you later. Увижу тебя позже. This was a game he liked to play. Для него это была как игра, в которую он любил играть. He loved to get the money. Он очень любил получать оплату. It was a game, like Это была chess. для него как игра, это как шахматы. He wasn't aggressive, Он не был слишком агрессивен. in an antagonistic Он не way. был в антагонизме и никаким образом так себя не проявлял. He was very smooth. Он вел себя очень гладко. And usually after he closed a big deal, И обычно после того, как он закрывал крупные сделки, he would walk about 3 blocks from our office он из офиса уходил где-то на 3 квартала. and go to a flower market Подходил к магазину цветов, and bring flowers back, ходил в офис цветы, put them out on a table, раскладывал их на стол, get his tools, брал свои... clip them, arrange them, and make beautiful flower arrangements. И он обычно брал свой степлер и из них создавал какую-то красивую очень декорацию и вот такую кибану ставил себе на стол. He was like a Buddhist martial artist. Он был как буддист, как человек, который для него это был как бы его искусство какое-то. He wasn't loud. Он не был очень громким. No. Нет, Very calm. очень спокойно, But I mean aggressive. но со вкусом и очень настойчиво. And he was one of the best salesmen I ever had. И он был одним из самых лучших продавцов, которые у меня когда-то вообще были. So this quality of wanting the money and being willing to get the money is the number one quality you want. И вот это качество, иметь желание получать деньги, получать оплату, одно из самых лучших качеств, которые вы хотите. Now, once you find that kind of person, Когда вы только найдете такого человека, then you need to train them. тогда вам нужно его обучать. I always train my own salesmen. Я всегда обучаю моих собственных продавцов. You know, many times business owners say, "Oh, where can I find a good salesman? Where can I find a good executive?" Очень часто мне говорят, где мне можно найти хороших продавцов, где мне найти нормальных людей продавцами сделать. They're so hard to find. They want big money. Так трудно найти хороших продавцов. Они всегда хорошие деньги запрашивают, большие деньги запрашивают. Do you know why you can't find good salesmen and good executives? Знаете, почему вы не можете найти хороших продавцов, хороших руководителей? They already have jobs. Они уже имеют свою работу. They're so valuable. Они настолько ценны. You're not going to find them walking around. Вы их не найдете, просто гуляя вокруг. Oh, I haven't worked in 2 months. Он просто так вам не загуляет и не скажет, что я уже 2 месяца не работаю. Why? Почему? Good salesmen are so valuable. Хороший продавец, он очень ценен. So are good executives. То же самое с хорошими руководителями. You don't find them waiting for weeks looking for a job. Вы таких людей не найдете. Вы не найдете их как тех, которые неделями не работают и ожидают и ищут себе работу. Usually when they change jobs, they already have a choice of 3 or 4 companies to work for. Обычно, когда они меняют свою работу, к моменту, когда они уходят из компании, у них уже есть 2 или 3, может 4 предложения, куда они могут обратиться и пойти. I always train my own salesmen and train my own executives. Я всегда обучаю своих продавцов, своих руководителей сам. Now I'm going to include this in the 11th May conference we're doing. Но я собираюсь об этом рассказать и включу это 11 мая в ту конференцию, которую мы будем проводить здесь в Москве. Because in addition to marketing, Потому что в дополнение к маркетингу, which you've got to be professional, в котором вы должны быть просто профессионалом, you've got to learn how to make salesmen and make executives. вам также требуется знать и уметь, каким образом создавать своих продавцов и своих руководителей. Otherwise, you can't control your company. Иначе вы не можете контролировать свою компанию. And this may surprise you, but that's the number one job of a managing director.
Но это может, конечно, вас сильно удивить, порядком удивить, но это номер один, работа вас как руководителя компании. Is to find some willing people Находить и добывать желающих людей with the right personality traits с правильными качествами, личностными качествами, and then train them, и потом их обучать, manage them, управлять ими. and that's how you build a company. И это то, как вы строите компанию. And that's your main job as an executive. И это самая ваша главная работа как руководителя. Now, you may be thinking, Вы, может, конечно, думаете, "Oh, I don't have time to do all of that." да мне некогда все это делать. Why don't you have time? А почему у вас нет времени? I know. А я знаю. Because you don't have good people and you're always correcting their mistakes or doing their job. Потому что у вас нет правильных людей, потому что вы всегда заняты, исправляя их ошибки и выполняя работу за них. And you'll never be able to build your ideal company. И у вас никогда не получится выстроить свою идеальную компанию. You'll burn out before you do it. Вы перегорите и сгорите, прежде чем вы добьетесь этого. And many of you will start burning out in 2 or 3 years, even if you're young. И многие из вас уже начинают сгорать через 2 или 3 или 4 года, даже если когда вы молоды при этом. So you've got to learn how to be a successful entrepreneur. Вам необходимо знать, что значит быть успешным предпринимателем. It's not just an accident. Это не просто неожиданно происходит. I know. I work with companies all over the world. Я знаю, я работал с компаниями по всему миру. So on this May 11th conference I'm going to give you some basic technology on how to build a successful company. И 11 мая на той конференции я собираюсь по вот этим основам, вот по вот этой базе, которая позволит вам выстроить успешную компанию. Now, I use a couple of diagnostic tools. Я использую пару инструментов по диагностике. And with these two tools, I can analyze your company very quickly. И вот этими двумя инструментами я могу очень быстро проанализировать вашу компанию. And I can tell you exactly what you need to improve. Я могу вам рассказать точно, что необходимо для улучшений. And these tools I've used all over the world, translated into 7 different languages. Я использую эти инструменты по всему миру. Это how many languages? 7 languages. И это переведено на 7 различных языков. And these are the tools I use before I give any advice. И это те инструменты, которые я использую, прежде чем я дам человеку любой совет. It's like a good doctor. Это как хороший доктор. You tell the doctor, "Oh, I have a cough and I'm feeling kind of dizzy. What should I do?" Вы приходите к доктору и говорите: ой, знаете, у меня тут кашель, у меня тут голова кружится, что мне делать? And if he gives you advice based on that, И если он вам дал совет, основываясь на этом, don't trust him. не доверяйте ему. He should do complete diagnosis Вам необходимо пройти полную диагностику until he finds the underlying reason for the problem you're having. до тех пор, пока доктор не найдет первопричину той проблемы, которая у вас сейчас есть. And these 2 diagnostic tools I have work very well. И вот эти 2 вещи диагностики бизнеса, 2 инструмента по диагностике, они работают очень хорошо. One analyzes the strong points and the weak points of your business. Один из них очень хорошо анализирует сильные стороны и слабые стороны вашего бизнеса. And the other analyzes the weak and strong points of you as the manager. И другой из этих инструментов анализирует сильные и слабые стороны вас, как управляющего этого бизнеса. Where is the problem? Где проблема? Is it with you? Проблема с вами? Or is it with your company? Или же это проблема с вашей компанией? Or a combination? Или же это комбинация, проблема вашей и компании в том числе? So you have to know this. Вам необходимо это знать. If you're going to repair something, Если вы собираетесь что-то отремонтировать, you have to know what's wrong. вам необходимо узнать, а что там не так. So I'm offering this diagnosis to you if you're Да. watching this webinar. Если вы смотрите этот вебинар, то я вам рекомендую эту диагностику. And I think there's some way, Alona can tell you, there's some way you can indicate if you would like this diagnosis. Да, и здесь сейчас вы видите
кнопку «Диагностика» на этом вебинаре, если вы пришли на этот вебинар и открыли комнату. And there should be some kind of link that you can get more information on the conference I'm having on the 11th of May. Вы сейчас должны увидеть также ссылку и на ту конференцию, которую я собираюсь проводить 11 мая. So I want to invite you. И я хочу вас туда пригласить. I like sharing my successful international experience. Мне нравится делиться своим опытом, международным опытом предоставления достижения успехов. And people tell me that they attend my seminars, they like them very much. И люди говорят мне, что некоторое время назад они были на моих семинарах, им это очень нравится. And they like my advice because it's based on 40 years of international experience. Я слышу такие отклики, что люди после моих семинаров, им это помогает очень сильно, потому что я даю такие вещи, которые исходят из моего опыта на протяжении уже 40 лет. So, our time is up. Итак, наше время выходит. I've enjoyed talking to you. Я с удовольствием с вами поговорил, пообщался. And if you like what I talked about, if it makes sense to you, если вам близко то, что я вам сейчас сказал, если для вас это имеет определенное значение, use the diagnosis, take the diagnosis, используйте диагностику, пройдите диагностику, come to the conference. приходите на конференцию. I'm not looking for thousands of people. I'm looking for people who are serious and interested in improving their company. Я не ищу в аудитории тысячи людей. Я смотрю такую аудиторию, в которую придут серьезные люди на серьезное общение со мной. And I always begin by making a list of all the questions that you want answered. И я всегда начинаю с того, что я составляю список в аудитории с тех вопросов, которые у вас у всех будут, когда вы придете на эту конференцию. And I make sure before we finish the conference, И прежде чем вы уйдете с конференции, я обязательно убеждаюсь в том, I answer every question. что я отвечаю на каждый из этих вопросов. And that's the way we finish the conference. И именно на этом этапе мы и закончим So конференцию. you will get your questions answered. Поэтому вы получите ответ на свой вопрос в любом случае. So thank you for listening. Итак, спасибо, друзья, что вы меня I've слушали. enjoyed talking to you. Мне было приятно с вами поговорить, пообщаться. And I would like to meet you in person. И я бы с удовольствием с вами встретился лично. So thank you. Поэтому спасибо. Пока.